Саран-саран, с вами Риран, и это моя маленькая теория о маленьком клипе нашего маленького принца. Видео начинается с того, что огромная планета Земля уменьшается до крошечной точки, и эта точка где-то в глубине глаз Чимина, а если конкретнее, в его сознании. Вот тут. Все потому, что у Чимина комплекс неполноценности. Я говорила об этом в прошлой теории. Невероятно красивая песня, написанная Намджуном, насквозь прошита романтикой и неловким трепетным чувством влюбленности. Чимин влюбился? Да, но это не совсем так, потому что в этой песне Чимин обращается к самому себе. Сегодняшний Чимин обращается к вчерашнему Чимину, создавая тем самым такую аномалию, как серендипити. Звучит странно? Давайте я объясню. Давайте я сразу конкретизирую, а потом объясню по порядку. В клипе есть два времени – сегодня и вчера. Это сегодня. Чимин тут одет в бежевый свитер, обратите внимание. Это я для того, чтобы вы не запутались. И именно этот сегодняшний Чимин рассказывает нам историю. Свою историю о вчерашнем Чимине. Вчерашнее время, то есть прошлое, имеет в свою очередь два мира. Реальный мир и внутренний мир Чимина. Это реальный мир. Тут Чимин в белом свитере с розовым градиентом. Этот мир представлен в виде этого пространства. А это внутренний мир или сознание Чимина, он здесь в футболке, просто запомните это. Если это кажется сложным, не страшно, теперь вы все поймете. Вчерашний Чимин, как я сказала, живет одновременно в двух мирах. Вот здесь это реальный мир вокруг Чимина. Несмотря на то, что комната довольно небольшая, она кажется Чимину слишком светлой и огромной, поэтому, словно чего-то смущаясь, даже в такой комнате он находится под этой белой простынью, словно он и не знает о существовании комнаты за пределом этой тонкой ткани. Чимин стесняется самого себя, ему неловко. Да, это важно. Именно в этом утверждении я нахожу главный смысл всей песни и клипа. Более того, даже находясь в таком маленьком светлом пространстве под простынью, Чимин словно сбегает в свой внутренний мир, где чувствует себя спокойно и комфортно. И теперь, чтобы перейти к самому интересному, хочу напомнить вам о своей теории про лого BTS, а конкретно про темные и светлые места, а если еще конкретнее, про темный и светлый мир Чимина. Именно благодаря этому моему открытию мне удалось понять смысл серендипити. Если хотите больше узнать про других мемберов и их темные и светлые стороны, посмотрите теорию целиком. А я только остановлюсь на Чимине. С Чимином была не самая простая история, и если нам показано, как все участники искали свою дверь между темным внутренним и светлым внешним миром, то Чимин, уже находящийся в светлом мире, умудрился напортачить, и его светлый мир померк. Он стал заложником своей лжи, которая вот здесь обозначена яблоком. Серендипити, как продолжение, рассказывает нам о том, как Чимину удалось избавиться от этих оков и открыть для себя большой и безграничный светлый внешний мир. А точнее сказать, открыться миру. Открыть себя миру. В чем же все-таки была ложь? Вы часто спрашиваете меня. Невозможно ответить сразу, поскольку Big Hit подкидывают нам пазлы постепенно. Но в своей прошлой теории я осмелилась предположить, что Чимин мог оттолкнуть от себя человека, вероятно, Джей Хоупа, поскольку не мог поверить в то, что достоин признания и дружеской любви Хосока. Именно так из светлого места он снова очутился в темноте, в одиночестве. Этот маленький и одинокий внутренний мир и стал убежищем для Чимина. Но вот эта дрожь в стакане говорит о том, что Чимин засиделся тут, и рано или поздно ему нужно пожертвовать идеальным порядком и столкнуться с разрушительным хаосом. Чтобы открыться реальному миру, Чимину нужно принять и полюбить себя. Разве не в этом суть концепции? И он не столько стесняется других, сколько стесняется самого себя. Это ведь и есть комплекс неполноценности. Он боится посмотреть на себя, коснуться, понять, довериться. Это все в переносном смысле, вы ведь поняли, да? Мы ведь с вами не извращенцы. Главной мотивацией любого ребенка к познанию мира и себя является любопытство. Ведь так? Именно любопытство толкает Чимина тронуть кактус. Вряд ли он ожидал уколоться, значит, это с ним впервые. Что значит кактус? Сразу, чтобы далеко не ходить, скажу, что желтый цвет олицетворяет самого Чимина, а конкретнее его сущность, то, каким себя видит сам Чимин. Постепенно я расскажу про все элементы, а сейчас конкретно про кактус. Он такой же маленький и колючий, каким видит себя Чимин. Да-да, тот колючий Чимин, что отталкивает от себя людей. Потрогать кактус – это как крошечная, но очень значимая попытка чуть-чуть лучше понять, какой ты. Посмотрите, с какой осторожностью, любопытством и одновременно интересом в этот момент смотрит Чимин в реальном мире под своей простынью. Да-да, ведь эти события происходят в одно и то же время.
Так что же происходит в этот момент, когда Чимин уколол палец и выступила капелька крови? Фантастика какая-то! Вы почти правы, если так подумали. Это и есть серендипити. Оно самое то, что теперь будет вести и направлять Чимина. Что такое серендипити? Если конкретно, это интуитивная прозорливость. Это когда можешь детально, точно, а главное правдиво представить себе что-либо, основываясь на каких-то совсем простых вещах. Давайте пример из Википедии. В одном литературном эпосе герои смогли точно описать потерянного верблюда по одним его следам. Хромой, слепой на один глаз, потерявший зуб, везущий беременную женщину и на одном боку груз меда, а на другом масло. Понимаете? По одним следам описать то, что не каждому глазу при виде верблюда доступно. Именно так Чимин смог настолько четко впервые почувствовать свое «я». Как мне написал кто-то из вас, в одной капле крови Чимина целая прекрасная вселенная. Так и есть. И что же произошло дальше? То, что увидел Чимин, одновременно прекрасно и пугающе. Это можно заметить по его лицу в реальном мире. Он немного растерян. И вы заметили? Он выбрался из-под простыни, и более того, оказывается, в его комнате есть еще и большое окно наружу. Как будто раньше он его и не замечал. Внешний мир вырос от простыни до целой комнаты с окном. Правда, в ней нет двери, но это кого волнует? На этом все не заканчивается. Чимин продолжает узнавать себя. Вот этот шарик, почти такой, как кактус, но уже не колючий. А не колючий, потому что Чимин тоже уже изменился и стал более открытым, как его реальная комната. Он по-прежнему чувствует себя маленьким и незначительным человеком в реальном мире, как этот крошка-шарик, но теперь у него хватает смелости подтолкнуть себя к какому-то хоть и незначительному, но действию. Затмение – это темное и неясное время. Прекрасно олицетворяет ощущение неопределенности, в которую сейчас погружается Чимин на пути к самопознанию. Я говорила, что путь Чимина к свету лежит через самопознание и любовь к себе. И теперь, благодаря невероятной смелости толкнуть шарик, он узнает, что в этом реальном мире он не такой уж и незначительный крошка, а огромный шар, которому даже как-то тесно в этой комнате. По-моему, по его лицу видно, насколько он польщен своими значительными размерами, в переносном смысле, конечно. Это желтое покрывало как граница его двух миров. Теперь, когда он узнал о внушительных размерах своей значимости в реальном мире, он с интересом заглядывает в свой внутренний мир, чтобы понять, что в нем изменилось. Да, перед ним открывается его огромный и необъятный внутренний мир, который он готов с удовольствием изучать через телескоп в мельчайших подробностях. Откуда я знаю, что это внутренний мир? Все по той же футболке. Вообще, одежда помогает не потеряться в происходящем. Так что пора вам сказать, что есть еще третья плоскость, живущая по собственному времени, которая находится внутри внутреннего мира Чимина. Нежданчик, да? Я спецом сразу не сказала, теперь я думаю, вы готовы к такому повороту. Это его подсознание. Я решила, что такое обозначение подойдет. Подсознание Чимина одето в рубашку, если что. Именно такой Чимин ему открылся во время первого серендипити, и теперь, когда он видит это снова в телескоп. Так что же это за чиминовское подсознание? Если вы еще не поняли, почему я называю именно эти встречи Чимина с самим собой серендипити, сейчас поймете. Но сначала про пенициллин и котика. «Ты мой пенициллин», поет Чимин в песне, как раз в тот момент, когда смотрит на открывшийся космос внутри себя. Скорее всего, вы в курсе, но я скажу. Пенициллин – это грибок, который используют для создания антибиотиков. То есть пенициллин, являясь по своей природе разрушительным, одновременно служит спасительным лекарством. Таков и Чимин. Он склонен к тому, чтобы вредить самому себе. Но вместе с тем, именно внутри самого себя, в своем внутреннем мире, Чимин смог найти лекарство для того, чтобы обрести счастье и спасти себя. Как ему это удалось? Тут вступает котик. Котик – это как кактус или шарик, то есть тоже олицетворяет Чимина. Но было бы слишком просто для Big Hit, если бы это был желтый котик или цыпленок. В клипе мы видим трехцветного котейку, о котором и поет Чимин. Желтый или рыжий цвет – это то, каким Чимин видит себя. Белый цвет – это его светлые стороны, достоинства. Черный цвет – темные стороны или недостатки. И Чимин сперва разглядывает его, а потом обнимает. Любовь Чимина, с которой он относится к котику, приняв
все его цвета – это любовь Чимина к самому себе, со всеми своими достоинствами и недостатками. Более того, Чимину вовсе не нужно покидать свой внутренний мир, чтобы обрести счастье в реальном мире. Наоборот, как я уже дважды говорила, путь к светлому месту Чимина лежит через любовь к себе. И как только Чимин обретает любовь к самому себе, его подсознание делает шаг в пугающую неизвестность. Это как постараться довериться самому себе и не просто разглядывать себя под микроскопом, а стать одним целым самим собой. И хоть это немного пугающе, ведь вы помните про затмение, но он, а точнее его подсознание, тут же подхватывается звездным светом, а падение превращается в полет. Внутренний мир Чимина погружается в такой долгожданный хаос, ведь, как вы знаете, Вселенная стремится к хаосу, в этом и есть вселенский замысел. И на самом деле все это происходит уже не вчера, а сегодня. Да, этот хаос Чимин проживает уже сегодня, ведь реальный мир Чимина с окном на потолке уже стал полностью открыт внешнему миру. Вон, видите, какая дырка в стене? И он тут уже в бежевом свитерке как раз отпускает шарик на волю. Думаю, не нужно объяснять, почему шарик олицетворяет Чимина. Просто скажу, что Чимин готов показать себя этому миру. Да, это все происходит уже не вчера, а сегодня, а ведь Чимин видел свой завораживающий полет еще вчера. Так и есть, потому что вчера это и было его откровение счастливого сегодняшнего дня, серендипити. И сегодняшний Чимин теперь начинает догадываться, что это была интуиция. Вчера он ощущал ту радость и волнение, которое он переживает только сегодня. Нужно ли говорить, что теперь Чимин счастлив, что все его страхи, как и затмения, отступают, а белая, но затемненная комната заливается светом? Именно так Чимин нашел свое светлое место и выбрался из того яблока, которое мы видели в короткометражном фильме «Вай». И вот тут как бы уже типа все, но нет, сейчас будет бонус. В своей теории, которую я уже сегодня упоминала, ссылка будет в описании, я сказала, что все мемберы так или иначе обрели свои крылья во время эры Винс, ведь они все парят в воздухе в конце концов. И я даже показала крылья каждого участника. Самые внимательные заметили, что нет крыльев Чимина. Я на самом деле не нашла их. Есть вариант, что я их где-то пропустила, но вместе с тем у меня появилась навязчивая мысль. Я могу предположить, что в клипе с Приндой крылья Чимина показаны как те кеды, что он нашел у моря. Помните? Сейчас попробую объяснить. Вы помните, что после того, как светлый мир Чимина померк из-за лжи, его ноги погрузились в воду. Мы можем видеть во многих видео, как Чимин пытается смыть этот грех, но порой может понадобиться целый океан, чтобы сделать это. С Приндой он с океаном продолжают преследовать друг друга до тех пор, пока Чимин не находит кеды. Мы можем видеть его обреченное лицо. Это знак, что он искупил вину и может покинуть океан, но его крылья не способны подняться в воздух и вынуждены всю жизнь ходить по земле пешком, как наказание. Даже тут такое чувство, что Хосок подбадривает Чимина. Но Чимин не хочет принимать такую реальность, поэтому он вешает кеды на дерево, доказывая, что выход есть всегда, и даже такие старые кеды способны парить в воздухе, как настоящие крылья. Мне кажется, что именно так Чимин последним обрел эти свои крылья. Вы ведь понимаете, что все видео перекликаются, некоторые сюжеты истории повторяются в разных видео, приобретая совсем разные формы, но пересказывая по сути одну и ту же историю, один и тот же смысл. Так что мне очень даже кажется, что крылья Чимина, выраженные кедами в Сприндой, дабы показать цену, которую он заплатил, также показаны в Серендипити в виде воздушного шара и космического падения Чимина, который превращается в полет. Помните этот неуместный морской кадр во время падения Чимина? Может ли он быть отсылкой к Спринде, когда Чимин наконец нашел свой берег, обретя свободу? Будто нам очень тонко намекают, что это одна и та же точка времени одной и той же истории, рассказанной с разными деталями. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И хоть я сказала, что это песня про Чимина, на самом деле это тоже не совсем так. Вы можете понимать ее как романтическую песенку с красивыми словами и сладким
голосом, а можете прочесть между строк то значение, которое предложила вам я, и обратиться к самому себе. Любите себя и позволяйте любить себя такими, какие вы есть. Примите каждое пятнышко на своем трехцветном котейке, ведь таким вас замыслила Вселенная с момента своего рождения. Понимаете, насколько вы неповторимы, прекрасны и драгоценны? Я думаю, что именно эту суть хотели вложить BTS в качестве послания для всех нас. Как вы смотрите на то, чтобы посмотреть видео Чимина с субтитрами еще раз и проверить мою теорию? Вы удивитесь тому, насколько логично складываются кадр за кадром в этом клипе. Ссылочку на клип с субтитрами я оставлю в описании. Жду подписку и пальчик вверх. Саран-саран, с вами была Ариран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока. 처음 생겨났을 때부터 모든 건 정해진 거였어. Just let me